Дорогие друзья, вы находитесь на канале Мир Сварки. У нас наконец-то дошли руки до линейки с одного из самых известных производителей сварочного оборудования. Это компания SAP. Перед нами представлены две флагманских модели, которые именно нацелены на бюджетный рынок сварочного оборудования для ручной дуговой сварки. Это модель LHN 200i+, и LHN 250i+. На самом деле это вторая попытка корпорации выпустить недорогие установки, не жертвуя их функциональностью и надежностью. Первое, что бросается в глаза, это разница в габаритах между старшей моделью и младшей. Второе, конечно же, что бросается в глаза, это что в 200-й модели у нас есть вилка и сечение кабеля поменьше. А, к примеру, в 250-й модели сечение кабеля у нас уже идет побольше, но, увы, мы без вилки. Но комплектация 250-й модели порадовала. У нас есть руководство по эксплуатации. ВРН вообще не нужно. По факту. Вилка. На самом деле, сейчас немногие производители в комплект кладут вилку. Это лишние затраты, так сказать. Но вот и SAP на этом не скупился и комплектацию 250 модели доложил держак в лиссабонском стиле желтый, ну и земля. Плюс еще один подарок является электроды лиссабонские, килограмм электродов АК-46-00, диаметр 3. На этом комплектация 250 модели заканчивается. Так, что по габаритам? 250 модель все равно выглядит более компактной по сравнению с другими моделями от таких производителей, как Джайсик и Рилан, которые производят промышленное оборудование. Они являются больше и массивней. Какой-то полной информации об установках почему-то нет даже на официальном сайте SAP, присутствует только небольшое описание. Сегодня мы постараемся восполнить данный пробел, подробно изучим внутренний мир установок, функционал, ну и, конечно же, их возможности. Сегодня у нас в тестах будет горящий старт, посмотрим, как он отрабатывает, форсаж дуги. Кстати, в 250 модели данная функция является регулируемой. Антистик как отрабатывает, заодно посмотрим на функционал лифт тига. А теперь давайте поговорим про каждую модель по отдельности. Модель LHN 200i+. Перед нами представлена блочно-модульная система, которая включает в себя плату управления, которая обильно залита лаком. Лак, к счастью, снимается очень легко. Если какие-то пройдут поломки именно в импульсном блоке питания или в плате управления, лак легко снимается и возможен поэлементный ремонт. Силовая плата, блок питания и выпрямительная плата. В данной модели у нас присутствует функция лифтик. Вот так вот. Аргонно-дуговая сварка на постоянном токе, но с контактным поджигом. Заявлено у нас ПВ 40% при максимальном токе 200 ампер и с рабочим напряжением 28 вольт. В блоке питания у нас здесь установлено 4 электролитических конденсатора 680 микрофарад 400 вольт. Силовая часть укомплектована 4 транзисторами FGA 60N60 60 ампер 600 вольт. И в выпрямительном блоке у нас установлено 4 быстродействующие диоды STTH 6003 60 ампер 300 вольт. Как бы в принципе и сабовцы категорически относятся к кнопкам включения. Везде они используют вот такие вот своеобразные переключатели, потому что в 50% случаев поломка происходит из-за кнопки. Выгорают контакты и аппарат перестает включаться. Компоновка в принципе выглядит довольно типично для подобных установок. Раздельные платы, хорошая вентиляция. В данной модели используется 24 вольтовый вентилятор. В общем,
К любой установке, в принципе, можно придраться. Но так как это бюджетный рынок, думаю, делать этого даже не стоит. Давайте перейдем к тестовым испытаниям и посмотрим, на что способна данная модель. Включаем нашу установку. Включаем систему. Напряжение холостого хода в режиме ММА составляет 78 вольт. Нагружаем. Прикручиваем в максимум. Получаем ток 201 ампер. Рабочее напряжение 27,6 вольта. Потребляемая мощность у нас 7,3 киловатта. И потребляемый ток 45 ампер. В режиме ММА. Теперь установку переводим в режим лифтик. Напряжение холостого хода у нас проседает до 14 вольт. Также нагружаем. Получаем ток 202 ампера. Напряжение 27,9 вольта. И потребляемая мощность 7,3 киловатта и 45 ампер. То есть точно такие же показания, как и в ручнике. Теперь давайте посмотрим, как аппарат поведет себя при работе от пониженного напряжения. С помощью латра устанавливаем входное напряжение в 160 вольт. Включаем. Переводим в режим ММА. Напряжение холостого хода у нас 55,5 вольт. Нагружаем в установку. Входное напряжение у нас проседает до 141 вольта, даже до 140. Получаем рабочий ток 182 ампера, потребляем рабочее напряжение 24,7 вольта. Потребляемая мощность составляет 6,7 киловатта, а потребляемый ток 37 ампер. Модель LHN 250 i+. На лицевой модели мы уже видим, что добавляется ручка регулировки форсажа дуги. Конструктивно модель схожа со своим младшим собратом, однако существует отличия. В блоке питания также у нас установлено 4 электролитических конденсатора, но уже емкость у нас 820 микрофарад с напряжением 400 вольт. В силовой части у нас установлено 8 транзисторов, 60 ампер 600 вольт, FGH 60N60. В выпрямительном блоке у нас установлено 5 быстродействующих диодов STTH 6003 60 ампер 300 вольт. Также установлен конденсатор по питанию для фильтрации 20 микрофарад 800 вольт. Особенность заключается в различии том, что регулировка форсажа дуги у нас добавляется, да, то есть в плату управления. Если поколхозить с 200 моделью, то в принципе развести управление, и в 200 модели можно добавить тоже регулируемый форсаж дуги. Но надо помнить, что это снимает гарантию. Гарантия на данной установке у нас 2 года. Заявлено ПВ у нас 60% при максимальном токе 250 ампер с рабочим напряжением до 30 вольт. Для включения аппарата у нас здесь уже используется автомат вводной, что в принципе типично для промышленных установок. Ну и в общем заключение в целом такое же, как у младшего собрата. Хорошая отработанная конструкция, без каких-либо революционных прорывов, но и без нареканий. Кстати, здесь у нас уже используется дроссель и трансформатор. В 200 модели у нас только используется трансформатор, дросселя у нас
там нету. За систему охлаждения здесь тоже отвечает 24-вольтовый вентилятор, но по мощности он здесь помощней. И дует он прям уж знатно, аж сдувает. Давайте теперь перейдем к стендовым испытаниям и проверим максимальный ток данной установки. Приколхозили мы нашей установке вилку, но делать этого я не рекомендую. Лучше поставить нормальную вилку, но нам для тестов пойдет, в принципе. Включаем установку. Вентилятор разгоняется. Выкручиваем все характеристики на максимум в режиме ММА. Включаем. Напряжение холостого хода 78 вольт. Нагружаем установку. Получаем 252 ампера рабочий ток. Рабочее напряжение 28,7 вольта. Потребляемая мощность данной установки 10 киловатт. Потребляемый ток 61,5 ампера. Теперь переключаем в лифт-тик. Напряжение холостого хода у нас просело до 14 вольт. Также нагружаем установочку. Получаем ток 253 ампера, рабочее напряжение 29 вольт. И все те же 10 киловатт потребляемой мощности и 63 ампера потребляемого тока, правда. Проверять данную установку на работу при пониженном напряжении мы не будем, так как рисковать данным латром нашим это тоже не нужно. Потребляемая мощность данной установки очень большая. И жертвовать ради этого латр как-то не хочется. Поэтому тестов при пониженном напряжении до установки не будет. И я уверен, что данная установка при пониженном напряжении будет выдавать оптимальные характеристики. Ну а теперь переходим к самому интересному. Это исследование дополнительных функций, таких как ArcForce, антистик и Hot Start. Антистик в данных моделях работает корректно. В момент залипания электрода сбрасывается ток, что не дает электроду прокаливаться. На графике можно увидеть три режима работы. Это первое Hot Start, второе форсаж дуги и третье как раз таки отработку антистика. Функция Hot Start работает. На графике можно увидеть отчетливый момент наброса сварочного тока именно в момент поджига электрода. Но есть одна характерная особенность. Стабилизация после наброса тока до рабочего происходит намного дольше, чем у других сварочных аппаратов, в которых мы проводили тесты. Сказать, хорошо или это плохо, навскидку очень сложно. Функция ArcForce 200 модели является нерегулируемой, и ее работу можно отчетливо увидеть на графике. Но вот, к примеру, в 250 модели данная функция является регулируемой, и отследить ее оказалось немного сложнее. Если присмотреться на график, то можно увидеть, что в момент регулирования меняется плотность заполнения импульса, ну и, конечно же, подрастает амплитуда. Но лучше всего работу ArcForce видно на стрелочном амперметре. То есть в момент регулирования происходит наброс тока. То есть данная функция тоже работает корректно. Мы также проверили минимальный сварочный ток установок. В 200 модели данный показатель составил 10 ампер. Это видно с помощью стрелочного амперметра. А вот в 250 модели данный показатель составил 25 ампер, что в принципе соответствует заявленным характеристикам. Подведем итоги. На самом деле мы не торопились со съемкой данного видеообзора, так как хотели набрать статистику по ремонту, понаблюдать за данными установками, как покажут себя в работе, какова будет у них надежность. И что можно сказать по ним, что данные установки порадовали. За все время продаж не было ни одного гарантийного обращения в сервисный центр. Подытожив, можно сказать, что массовый выход на рынок от компании SAP в принципе удался.
Хорошие установки по разумной цене подойдут как в крупные предприятия, так и небольшие мастерские, ну и вполне даже окупят свою стоимость. Но если же вы ищете установку для эпизодических использований в домашних условиях, аппараты все же выглядят избыточными как по функционалу, так и по цене. А на этом данный видеообзор я заканчиваю. Благодарю за внимание. До новых встреч. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал.